Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на февраль 2023 года. Помогают нам сегодня в этом Баста Таро из рождественской лимитированной коллекции, а также Epic Light Lenormand. Будем с вами просматривать событийный ряд, который вас ожидает. Посмотрим, к чему вам стоит приготовиться, на что обратить внимание и какие перемены вас ожидают. Общая энергия месяца, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, приступим. Общая энергия месяца у вас рыцарь жезлов. Это подъем потенциала, мотивация, энергии. Знаете, как пчелка. У вас хватает сил на все. Жить, творить, любить, двигаться дальше, заниматься и бытовыми аспектами, и хобби, и вкладываться в новое. У многих это могут быть командировки, поездки, переезды, отпуск, путешествия. Кто-то будет обеспокоен и озадачен какими-то новыми идеями, потому что рыцарь жезлов — это в первую очередь желание воплотить то, что вы себе уже как бы продумали, заранее прописали. Но если смотреть, о чем здесь конкретно идет речь, вот и рыцарь жезлов, и шестерка мечей. Итак, как я вам уже говорила, это все, что связано с перемещением, с поездками, у кого-то смена места жительства. Планы могут быть продать автомобиль, сменить автомобиль. И если это касается каких-то проектов дистанционного плана, то это реализация и раскрытие своего потенциала через интернет, то есть дистанционно. И если смотреть вопросы работы, а вот здесь у нас падает трансформация, перемены, потому что падает аркан смерть. И мы посмотрим, чем для вас эти перемены будут ознаменованы. Итак, в первую очередь для тех, кто у нас не работает, ну и по ряду причин работать не может. Здесь падает аркан Иерофант. Изменение сознания, обучение, получение навыков, знаний, прохождение курсов, мастер-классов. Здесь кто-то будет защищать докторскую, кандидатскую, новые проекты. То есть вы здесь будете как обучаться, так и, возможно, кого-то обучать и за счет этого получать монетизацию. Ну, если вы учитель, репетитор, педагог, няня, то здесь это, знаете, как еще изменение концепции вашей работы, новый подход, который будет более продуктивным. Если вы у нас в статусе соискателя, то смерть и пятерка чаш указывают на ситуацию, что здесь пока будет период застоя. Трудоустройства здесь не будет, здесь будет идти поиск себя. В какой сфере, в какой нише, в каком направлении. Если вы у нас наемный сотрудник, то девятка мечей — это переживания, страхи. У многих они будут связаны с переживанием окончания цикла. Ну, например, ушли в декрет, вышли на пенсию. А для кого-то боязнь сокращения или прекращения работы в текущей должности, да, на текущем предприятии. Потому что здесь вы можете как осознанно по своей воле, допустим, увольняться по ряду причин и искать новое место. А для кого-то это будет внезапная неожиданность. Узнать о том, что закрывается предприятие, либо сокращение. Ну, то есть перемены, на которые вы, по сути, повлиять не можете. Если у вас свой собственный бизнес, то паж жезлов в связке с арканом смерть — это трансформация, это новые идеи, которые в вас живут, которые порождают любопытство, ну и желание как можно быстрее воплотить их в жизнь, дать им новый старт, новый виток, новые возможности. А также трансформация в плане подхода к сервису, обслуживанию ваших клиентов, ваших заказчиков, к работе с персоналом. Тут многие будут, знаете, как поднатаскивать свой персонал, если у вас таковой есть, чтобы они были действительно замотивированы и жили вашим делом, ну, и тем, чем они занимаются. Финансовая сторона вопроса. Здесь у нас ложится четверка жезлов. Ситуация стабильна. Тут вам переживать вообще не о чем. Деньги есть, все базовые потребности закрыты. Более того, удается откладывать, на что-то копить. Ну и, конечно же, здесь траты могут быть сопряжены с покупкой дома, недвижимости в целом, как жилой, так и коммерческой, ремонтом, обустройством, перепланировкой. Но это траты, которые для вас, знаете, как радостного характера. Помимо всего прочего, могут быть траты на семью, на ваших близких, на ваших родственников. Если смотреть вопросы здоровья, тройка чаш. Прекрасное самочувствие, в первую очередь эмоциональное, душевное, духовное, психологическое, ну и, конечно же, физическое и ментальное. Здесь сетовать не на что, здесь, наоборот, нужно поддерживать такое состояние, расположение духа и вашего самочувствия, потому что именно та энергетика, которая у вас присутствует, то состояние, оно вам помогает достигать успехов в остальных сферах жизни.
Если будем смотреть личную жизнь, вот здесь двойка жезлов, ситуация двоякая. Ну, конечно же, для каждого из вас этот аркан будет раскрываться по-своему. Если на текущем этапе вы у нас свободны, сейчас посмотрим. Если свободны, то по колесу фортуны для вас будет знаковая ситуация. По той простой причине, что двойка жезлов даже как застанет врасплох, поставит в тупик, потому что для многих здесь идет для женщин пентакли, вы мужчина, король пентаклей, как вы видите, да, и вы будете себя терзать сомнениями, быть или не быть, вот в чем вопрос, выстраивать отношения или нет. А для мужчин это может идти появление той женщины, которая, вы четко понимаете, что вот ваше, и здесь будет желание остепениться, поэтому вопрос выбора, быть или не быть, связывать ли себя какими-то отношениями. Если вы у нас в любовных треугольниках, десятка мечей. Примите выбор, решение и с кем-то будете завершать этот союз, ставить жирную точку. В чем-то это может быть для вас болезненным, в чем-то может это быть неприятным, но необходимым. Потому что благодаря этому выбору вы получите ту легкость, обретете ту свободу, к которой стремились и на которую рассчитывали. Так. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных связях, то здесь рыцарь мечей. Это могут быть какие-то конфликтные ситуации, связанные, сопряженные с вашим выбором, либо выбором вашего партнера. У многих это может быть обусловлено, связано с переездом, сменой места жительства, а у кого-то с серьезными геополитическими изменениями. Но это касается в большей степени тех, знаете, кого могут затронуть война, боевые действия, вопросы мобилизации и прочее. Потому что здесь это то, что может вызывать споры внутри вашей семьи. Но еще раз хочу сделать акцент, это касается не тех уже, кто живет в рамках войны. Это больше касается тех, кому придет война, понимаете? Потому что если смотреть по этим картам, которые здесь есть, двойка жезлов и рыцарь мечей, это когда идет расширение боевых действий, боевой ситуации. То есть это новые территории. Поэтому ситуация, которая действительно вызывать будет споры, непонимание, конфликты, выяснение взаимоотношений. И вам здесь нужно будет принимать выверенные решения, важные решения. Если смотреть на советы, на рекомендации, у вас ложится туз пентаклей. По тузу пентаклей это не бояться идти в новое, не бояться начинать все с нуля, оставлять прошлое и прежнее за плечами. Будь то работа, для кого-то, возможно, отношения, для кого-то вплоть до того, что родину, потому что, смотрите, у вас падают карты переезда. Потому что вот этот вот выбор для вас будет ознаменован кардинальными переменами. И здесь у многих они отразятся в первую очередь на личной жизни. Видите, об этом здесь говорит десятка пентаклей. Сейчас посмотрю с точки зрения неожиданности, какова здесь будет ситуация. Кольцо, женщина, ребенок. Ну, не зря вам сказала, что здесь ознаменуется вопросами личной жизни, потому что по этим картам для женщины это будет новый союз, новые отношения, новые эмоции. Для мужчин, опять же, новая женщина, построение новых отношений. Если брать еще в целом для тех, кто в стабильных связях и там не планирует, да, уходить в новый союз, то совы, аист и ключ – это решение ключевой либо проблемной ситуации за счет переезда. Это, знаете, как проявить мудрость, уехать, переехать, найти для себя ключевое решение в этой ситуации. И многие это будут делать ради своих собственных детей. Поэтому я понимаю, что информация не для всех будет актуальна. Но те, кому нужно ее услышать, пусть ее услышат. Ну а в остальном, если мы посмотрим, ситуация у вас благоприятна. Месяц у вас знаковый, видите, вот в плане работы, перемен с этим связаны, ну и для кого-то он будет знаковым в личной жизни. Мы, конечно же, негативные аспекты все убираем, нам негатив никому не нужен. И мы сейчас закроем арканы так, чтобы в вашей жизни отыгрывались только благоприятные моменты, только благоприятные аспекты и ничего более. Поэтому пусть будет именно так. Ну а вас я попрошу по прошествии периода дать мне обратную связь относительно того, как отыграется эта информация, чем она для вас будет ознаменована, какие перемены в принципе к вам в жизнь войдут.
Поэтому, если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вас же благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых видео.